Так вот, видели? Обратите внимание. Так вот, видели? Сейчас кто-то скажет, Бабл вообще свихнулся и iPhone себе купил. Да, купил, да, купил. Сейчас вам покажу прикол, сейчас, одну секундочку, сейчас. Вот даже вот видите, Dynamic Island есть, все красиво, но только это не iPhone. Это Oukitel P1, вот прям iPhone с работающим Dynamic Island, с Helio, с MediaTek Helio G99, достаточно нормальный процессор 6-нанометровый, с графикой Mali G57 и с формулой памяти 8 на 256. Можно еще к 8.16 добавить. Такое есть у айфона? Нету. А еще знаете, чего у айфона нету? Покажи поближе. У них нету такого тулбэга, видели, тут есть визуальные отвесы, потом там есть даже транспортиры визуальные. Вы на айфонах такого никогда не найдете, я вам серьезно говорю. А еще знаете, чего здесь есть? Здесь есть подэкранный отпечаток пальцев. Вы представляете вообще, что компания Oukitel сделала? Ну, вообще, я вам скажу, да, это под 15 iPhone с Type-C-шечкой. Если наклеить сюда наклеечку вот этой вот камеры, да, камера Control, хрен вы еще отличите. С работающим Dynamic Island, с AMOLED-экраном, со 120-герцовым, на секундочку, с быстрой 18-ваттной зарядкой и с более-менее какой-то нормальной камерой. Вообще, во всем этом, скажем так, смартфоне, во всей этой ситуации, тут меня не совсем вот этот вот дизайн беспокоит. Меня беспокоит то, что они все это впихнули с нормальными характеристиками в сколько там, $120? $120, ребят. Ну, приблизительно 120. Мы сейчас цену посмотрим. Вообще актуальную цену вы можете всегда по ссылке в описании под видео посмотреть. Но не без минусов. Конечно же, данный смартфон имеет ряд вообще моих замечаний личных. Это плохой звук, монозвук, монодинамик без шумодава и, конечно же, 4G без агрегации. Но при этом он работает. Во что-то мы даже поиграем и видосики посмотреть, да и камера работает. Слушайте, короче, ребят, сейчас мы переходим, посмотрим, сколько он стоит. Мы вообще распакуем, посмотрим, сколько стоит и пойдем его потестируем. А потом уже будем делать выводы. iPhone для бедных? Эй, Ты видела этот дизайн вообще дизайн? топ. Да. 24, 8 плюс 16. Опять маркетологи перегибают. 8 основной памяти, 16 за счет внутреннего хранилища. 256 гигабайт хранилища. И у нас это Oukitel P1. 4G, Full HD 6,7 дюймов экраны в HD+, MTK G99, кстати, неплохо для такой цены, 50 мегапикселей задник, 32 мегапикселя фронт, и поддерживаются все GPS штуки, 5150 мАh батарея. Давайте вскроем, мне прям интересно этот дизайн увидеть. Это называется «Найди 10 различий», да? Слушайте, нафига мне тот iPhone 16 Pro, скажите мне, или Pro Max? Смотрите, Oukitel P1. Oukitel P1. Вот вы, ну реально, вы вообще одупляетесь уровень вот этого всего. Вы видели? Даже у айфона такого блестения, вот такого, я не знаю, как это сказать. Блеск. Отлива такого, шикарного. Просто его там нету. Он просто лоховской. 3 камеры прям а-ля, вот он прям выступает, понимаешь? Качелька громкости. А есть кнопка для камеры отдельно? Да нету, это ж 15. Это ж 15. Ты понял. что? Есть кнопка включения. Снизу у нас, видите, есть вот лоточек, Type-C-шечка, динамик, микрофончик. Сверху ничего нет. Один динамик, один микрофон. Ну, что-то очень-очень дешевое получилось у нас, да? Смотрим, что в комплекте. Даже чехол есть. Да ладно. Даже чехол и даже стекло есть. Быстрая зарядка есть на 18 ватт, наверное, да? 18 ватт максимально, да. Быстрая зарядка 18 ватт. Type-C кабель обыкновенный. Где скрепка? Где скрепка? Вот скрепка. Я должен это увидеть. Я вам серьезно говорю. Я хочу посмотреть, что здесь за этот золоточек. Сейчас окажется, что здесь... Да ладно, SIM1, SIM2. Ничего себе. Либо одна симка плюс SD-карта. О, либо две симки, либо одна симка плюс SD-карта. Видели? Это прям вот интересный вариант решения. Прям вот очень они так заморочились, я вам скажу. Дальше у нас вот такой вот чехольчик. Видели?
Смотрите. Даже у айфона такого чехла нет. А Смотри. то, Смотрите. чтобы весь блеск был виден. Смотри, вообще ты прям Отлично. трогаешь, и все, ты прям кайфуешь. Ну и стеклышко даже в комплекте положили. Хотя там пленочка наклеена на текущий момент, достаточно галимая, которая отстает. Ты что творишь? Я лучше ее лучше сейчас снять, чем потом она отвалит всю пленку транспортировочную. Так, все. Настраиваю, переходим, тестируем. Ну, теперь смотрите. Фишка в чем? 167-168 долларов, это вы видите, это еще предпродажная цена. Вот мы видим, final price будет 130 долларов, ребята, 130. Главное заходить по ссылочке, искать и ловить его в скидочке. В скидочке будет нормально. Теперь давайте по характеристикам пройдемся. MediaTek Helio G99. 6,7 FHD+, AMOLED экран до 120 Гц. То есть у него есть там и 90, и 120. 8 на 256. Камера у нас 50 мегапикселей плюс 2 плюс 0,3 плюс 32. Фронтал, короче, там шире, глубины и макро. Батарея 5153. Камера основная 50 мегапикселей, 32 фронталка. Тут есть еще 2 мегапикселя, 0,3 мегапикселя. Сейчас посмотрим, что они там декларируют. То ли макро, то ли глубины, не знаю. Батарея 5150 мАh с 18-ваттной быстрой зарядкой. Bluetooth 5.2 с поддержкой GPS. Так, конечно же, тут знаете, что 5G нету, слава богу, еще сюда 5G, ну это прям iPhone. Вот блин, ну как можно было так делать? Оптический датчик, fingerprint, да, там Dynamic Island, 8,2 мм толщина, он действительно очень тонкий, 188 грамм. А ну, Лиса, найди мне, пожалуйста, iPhone 15, размеры его. Четкие. Мне интересна его толщина и почему чехол подойдет, не подойдет. MediaTek Helio G99, батарея, ну и 3 цвета, Grey, Purple и White, как-то они что-то. И тут уже они пишут не 8 гигабайт, а 24, это значит там расширили. Так, ну за AMOLED экран, конечно, спасибо. С яркостью 500 нит, разрешение 1080 на 2412, 187 грамм, очень легкий. Так, работает стендбай до 25 дней, 10 часов видео, 10 часов игры, 50 часов звонков, но я вам скажу, сильно преувеличили. По видео, да, он вытягивает 10 часов, гейминг 4-5 часов активного гейминга тянет. Дальше у нас Dynamic Island, они прям, ай-яй-яй-яй-яй, зачем же так было нагло его воровать? Поддержка Google Pay. И тут пошли, да, основная 50 мегапикселей, макро 5 и камера глубины 0,3. И больше ничего не написали. Но я вам скажу по камерам сразу. Это у нас Samsung GN. Это вот 100%, потому что его ставят всегда в паре. Скорее всего, или GN 3, или GN 1. Скорее всего, та, которая подешевле. Хотя камера и снимает нормально. Вот вам примеры фото сейчас показываются. Это при хорошем освещении. Никакой стабилизации ни оптической, ни физической нету. Именно ни цифровой, ни оптической. Конечно же, у нас нет 60 кадров при съемке видео. Максимально он поддерживает 2К и 30 Гц именно по частоте кадров съемки видео. Давайте так, сейчас мы его потестируем, а потом будем делать выводы. Но за такую цену, в принципе, можно вот простить много. Его минусы я уже сказал, поэтому ссылки в описании под видео. Подписываемся, нажимаем колокольчик, поехали тестировать. Ох ты ж, елки-палки, вы видели? Ну, смотрите, справедливости ради могу сказать сразу, очень-очень мягкий, плавный дисплей, Dynamic Island, он работает, кстати, каким-то образом. Теперь отпечаток пальцев под экраном, пробуем скорость срабатывания, очень, здесь вот так вот интересно у нас сделано, очень достаточно быстро, давайте... Ну, нет, к отпечаткам пальцем под экраном у меня нет вообще вопросов. AMOLED экран яркий, невероятно яркий. Это не максимальная яркость. На максимальной яркости вообще засвет экрана идет, поэтому ставим где-то половинку, для того, чтобы вам не засвечивало экран. В настроечках могу сказать сразу, что у нас тут есть, сейчас посмотрим. Увеличение памяти. Стандартно мы можем расширить до плюс 16 гигов. То есть на это надо понимать, что это очень-очень неплохо, хотя я этим не пользуюсь. В экране есть поддержка адаптивной яркости, но мы сейчас отключили ее. Темная тема, 120 Гц, есть переключение 90, 60 и 120. И Dynamic Island. Нафига он нам нужен, вообще непонятно. Always on Display есть. И, короче, на выключенном экране можно, чтобы у нас срабатывал отпечаток пальцев на выключенном экране. Вот это, кстати, опция реально топ. Здесь мы с вами ничего такого
Не видим интересного для нас, поэтому пойдем в AIDA 64. Система Oukitel P1 MT6789, 8 гигов физической памяти, 256 хранилища, Bluetooth 5.2. Процессор MediaTek Helio G99, кстати, очень неплохо для такого бюджета. 2 ГГц 6 ядер Cortex A55 и 2 больших ядра Cortex A76 по 2,2, 6-нанометровый, конечно же. Дальше, что у нас здесь есть? Дисплейчик у нас Mali G57 MC2 120 герцовый с разрешением экрана 1080 на 2412. Это у нас получается 394 DPI, кстати, это тоже неплохо. Аккумулятор 5150 мА. И тут у нас Connect на текущий момент. Ну, Connect низковат, конечно. На 5 ГГц 430 мегабит. Это максимум 300 мы можем получить. Датчиков температуры нет. Ну, тут уж есть как есть. Видели, как Dynamic Island у нас сработал? Настроечки, тут уведомления. Да, ну ты что вообще, а? Вот это да. Красавчики, подождем, сейчас запустится. Ну, конечно же, будем тестировать PUBG. В графике нам дает выставить HD и высокие... Так, надо тише сделать. Здесь монозвук, динамик несколько ущербный, конечно. Выдает неплохую частоту, то есть он дает нам поставить высокую частоту, но я вам скажу по своему опыту, что по факту PUBG на таких устройствах от 60 до 90 будет давать, не больше, на G99. Те, кто рассчитывает, что здесь 120 Гц экран, он даст 120 Гц в игре, нет, такого не будет. Так, сразу говорю, звук очень слабоват. Особенно потому, что ты еще играешь, ты закрываешь пальцем, ну, ты держишь примерно так. Так здесь вообще не стереодинамики. И получается, что ты не слышишь ничего. Вот это вот минус огромный. Как бы тут есть как есть. Говорю всю правду, ничего скрывать не буду. Я не могу сказать, что это прям вот топ звук. Во-первых, он тихий. То есть он тихий абсолютно. То есть вы сейчас, вот я сейчас играю, сейчас посмотрим, как он стреляет, послушаем, потому что это тоже важно. Во-первых, в моно играть практически нереально в игры такого плана, да, там. Так, сейчас чего-то тут подхватим. Жилетик. Дайте нам какую-то пуколку, нам надо услышать, как это все дело стреляет. Сейчас. Чё, блин, что оружия никакого нету? Это жесть, конечно, полная. Слышу кучу бегающих персонажей. Опа! Все, есть у нас, есть что-то. Слушайте, ну, справедливости ради, нагрева нет. Очень неплохая тактильность. То есть экранчик отрабатывает отлично по звуку. Вообще вопрос больше. Ой, это я? Или кто-то стреляет? Блин, ненавижу вот эти вот мобильные варианты игр. Тиховато. То есть, если ты так играешь, ты вообще можешь ничего не услышать. То, что это работает, это факт. 90 и 120 Гц тут нет. Я вам скажу, допустим, на Asus ROG, когда я играл, там плавность вот этого резкого перемещения намного лучше. То есть здесь он не может физически из-за процессора отработать, допустим, 90 или 120 Гц. Но играть можно, хотя палец надо, конечно, контролировать, как-то так располагать. Монозвук будет вам, откровенно говоря, не помогать, а мешать, потому что попасть будет очень-очень тяжело. Опа, кто-то тут. Кто тут такой там умный? А ну, сейчас мы с тобой разберемся. Где он там, этот стрелён? А, вижу. Вижу, вот они такие. Друзья, это что, наверное? Ай-яй-яй! У меня все закончилось. Так, одного прирезали. Сейчас второго тоже прирежем. Иди сюда. Двоих прирезали, все хорошо. Я иду. Боже, это-то кто такие, блин? Надо их выключить нафиг. Все, до свидания. Этого детского сада мне еще на игре не хватало. Короче, ребят, играть можно. Очень неплохо. Но звук, честно говоря, подкачивает.
Знаете, вот сейчас вот перед следующей игрой, да, так что, чтобы посмотреть, прикольно, что вот как у защищенных смартфонов они сюда засунули тулбэк, то есть тут есть компас у нас, есть саундметр, то есть он меряет громкость звука, есть у нас горизонтальный, вертикальный, ну, визуальный, короче, уровень для чего-то там, хотя это далеко до нормального уровня. У нас есть пузырьковый уровень. Есть у нас, смотрите, измерение высоты. Ну, это визуальное, оно очень-очень приблизительное. Увеличительное стеклышко. Но качество увеличительного стекла тоже с такой камерой. Протрактор есть. Это у нас транспортир визуальный, кстати. И сейчас посмотрим, что отвес есть, который тоже работает. И что? Зеркало и аларм. Такое себе. Но вот за это, кстати, плюс. Вот это сделали. По камере. Сразу говорю, камера это отдельный вид здесь мазохизма. В том плане, что она при хорошем освещении фотографирует. Чуть-чуть освещение куда-то ушло. И все. Но качество снимка очень неплохое. Детальность, нормальная передача. Ну вот смотрите, тут видео. Нормальная передача цвета. Само собой, он не снимает. Что он не переворачивается? Сейчас посмотрим. Во, вот включили. Нормальная цветопередача. Снимает он всего лишь 30 кадров, но при этом очень неплохое качество фотографий при хорошем освещении. Еще раз говорю. Видео оставляет желать лучшего. Видео дерганое, ни о какой стабилизации идти речи не может. Смотрите. Сейчас посмотрим. Вот при ходьбе мы видим, что идет тряска. То есть он не сглаживает даже элементарную ходьбу. По фото вообще вопросов у меня нету. Я не скажу, что оно достойно рейтинга DxOMark в первых рядах, но для МТК и для вот этих вот Samsung и ZCL, я вам скажу, это очень неплохое качество фотографий. Очень неплохое, поэтому за эту цену мне как бы придираться тут вообще тяжело. Что у них есть из режимов? Есть видео, снимает она 1900, 2К максимально 30 Гц. Есть у нас красота, ничего себе, это можно вот так вот. Простите, но я похож на, на Кена из Барби, не знаю. Дальше, изображение, что это, просто фотография, да? Ну, привет. Да, и портретный режим. Особой разницы между ними, откровенно говоря, не видно. Есть режим 50 мегапикселей. Есть у нас в дополнительных ночной и профессиональный режим. Кстати, за профессиональный режим спасибо. Только что я здесь могу регулировать? Могу что... Ой, как это плохо сделано. Смотрите, то есть если на светлом фоне, вы даже не видите, что регулировать. То есть есть настройки, вот там экспозицию мы можем ISO регулировать и можем регулировать освещение. Слушайте, ну по камере, ладно, по камере удовлетворительно. По динамику фигня, по экрану классно, хороший AMOLED экран, достаточно быстрый. Конечно же, на таком смартфончике можно там посмотреть ютубчик, можно посмотреть какой-то IPTV, какое-нибудь кино, ну буквально мы можем сейчас включить там, вот, буквально мои видосики, можем найти мои 4К Geoplaces. Для того, чтобы понимать, будет ли он декодировать HDR или нет. Вот здесь вот здесь вот, кстати, звук достаточно громкий. Сейчас посмотрим. HDR он не декодирует. Максимально декодирует 2К 60 Гц. Звук громкий, немножко репящий. Видите, как Dynamic Island работает? Это просто прикольно сделали, конечно. Скопировали, уже так скопировали. Но по ютубчику и, допустим, по браузингу, по социальным сетям тоже вопросов нет. Слушайте, хорошо, с этим он справился. Слушайте, ну экран действительно неплох. На неполной яркости, ну, прям вот мне нравится, серьезно говорю. FPS не видно. Ну да ладно, это уже такие мелочи, я вам скажу. По танчикам. Танчики спокойно. Я вот не рассчитывал бы здесь на нем играть в 3А игры. Хотя на G99, я знаю, ребята Code Mobile спокойно гоняли. Не самый топовый смартфон, чтобы я сейчас заморачивался, ставил код Mobile, именно Warzone, он будет с ним играть, потому что PUBG тянет спокойно. Но вот именно наличие плохого звука делает его не совсем привлекательным для игр. Хотя, опять же, за такие деньги эта звонилка вот очень неплохая звонилка с хорошими, скажем так, характеристиками экрана и с нормальной камерой. Слушайте, ну смотрите, все отлично работает. Давайте.
Иди сюда. Да блин, куда я стрельнул? Баран. Да есть, конечно, пробитие. Ну давай. Да ладно, мы кого-то и слили. Слушайте, ну, с танчиками тоже вопросов нет. Слушайте, интересует меня, конечно же, такой вопрос, как тесты скорости сети. Это однозначно меня интересует. Как я и говорил, до 300 мегабит, 230-250 для бюджетного смартфона достаточно нормальный показатель. Давайте попробуем 2,4 ГГц. Обязательно. Ну, если посмотреть здесь в настройках, то 5 ГГц, Wi-Fi 5 он поддерживает, Wi-Fi 6 в нем нет. Есть 433 мегабита, как я и говорил. То есть это такое для Wi-Fi 5 нормально. Еще и нормальный коннект. Стартуем 2,4 ГГц. 55 на 28. Очень даже неплохо. Снимаем вот этот вот чудо-чехол. Конечно, чехол такое одно название. Я не знаю, подойдет ли сюда от чехол от айфона. Вот просто не знаю. Но я думаю, что что-то подобрать можно. Уж очень они заморочились. Именно с внешним видом копирования. Попробуем сейчас 4G карту. Так, 4G подхватил. Отключаем Wi-Fi-чик. Без агрегации, сразу говорю. Сейчас посмотрим на результат теста. 36, 31. Я сейчас нахожусь в Запорожье. Это нормальные показатели. На моем, допустим, OnePlus 12 я имею там максимально 50 мегабит. Это такое себе дело. Тут уж ничего не сделаешь. Имеем, что имеем. 29 на 24 качество нашего Wi-Fi. Ой, качество нашего 4G в Украине. Ну, тут уж приходится это терпеть. Ждем 5G. 29 на 38. Слушайте, ну вполне себе мобилка за эти деньги очень даже прикольная получается. Ну и такие игры, как War Robots, пожалуйста, беспроблемно нас тянут. Давайте побегаем. В принципе, Proц G99 это неплохой процессор при его хорошей реализации. Если бы они еще нормальные API написали для камер, который позволял бы там 4К писать, либо 60 Гц, потому что я видел, как на этих изоцелах звук слабоватый, пищащий. Не такой, не пищащий, а не басовый, скажем так. Если бы они нормальные API написали сюда на камеру, если бы еще здесь сделали бы стереозвук и стереомикрофон, потому что стереомикрофон здесь тоже, шумодава здесь нет, вы должны это понимать. А без шумодава это такое себе дело. Но мы все-таки с вами понимаем, насколько бюджетен он. Давайте сейчас постреляем еще. Иди сюда, башня. Ты шо, голова? А ну давай, сейчас мы тебя тут разберем на запчасти. Ну или меня разберут, конечно, скорее. Мне даже нечем стрелять, у меня все перегрелось. Кто-то мне в спину из своих стреляет. Ну давай. Есть, видели? Все красивенько. Все красиво. Сейчас все перезарядится. Идем дальше. Здравствуйте. Давайте. У меня все опять в перезаряде. Башка какая. А ну еще одного сольем. Все, супер. Слушайте, ну я не я, если бы я не затеял тротлинг-тест на данном смартфоне, что мы сейчас с вами и сделаем. Давайте стартуем быстрый тест. Быстренький. И посмотрим, что у нас с ним получится. Конечно же, доступа к датчикам температуры у нас нормального нет, но мы можем с вами понимать, что есть какой-то тротлинг или нет, конкретно на проседании данных. Ох ты, как ничего не видно, сильный пересвет. У нас давайте чуть меньше сделаем. Все, теперь ждем результатов. Хотя, наверное, вот так вот бы перевернул бы, да? Или не хочет? Ну, не хочет. Ладно, ждем. А вот тут вот я действительно удивлен. Стартовал тест, пока я там его начинал там дергать с какими-то провалами по графику, а потом он стабилизировался и стал совершенно
зеленый. То есть у данного процессора нет, у данного смартфона на процессоре нет тротлинга. Абсолютно никакого. То есть он не сбрасывал текущее максимальное, ну минимально это было, пока я открывал шторку и поправлял яркость. То есть у данного смартфона абсолютно отличный тротлинг-тест. Ну и отдельным пунктом меню хочу показать вам тест Antutu 405101 балл. Да, во что-то можно поиграть. То есть у нас спокойно этот телефон подходит для игр. Так 10 тачей у нас на экран. И вот, знаете, вот все время, пока я тестирую, вот этот вот Dynamic Island, там какие-то уведомления, он постоянно отрабатывает. Слушайте, а что будет, если музыку начать проигрывать? Вот это просто интересно. Давайте, вот я включил свою песню сейчас. Да ладно, слушайте, прям вот работает. Прям вот работает. То есть сейчас играет моя песня. Блин, динамик, конечно, мрачный, но да ладно. Все, ребят, готов пройти и прорезюмировать. Ну и в качестве выводов скажу, за эту цену, и вот, если вы хотите совсем понтануться, какой-то чехольчик подобрать под айфончик, еще и хрен кто поймет, что у вас не айфон. Я вам серьезно говорю. То есть, ну, так уж красиво сделали. Конечно, это меню андроида, да, там меню сам по себе везде, он весь Google такой вот, весь Google интерфейс. Но то, что Dynamic Island есть, то, что они сделали вот прям под iPhone, ну, в это есть. Я скажу, за эти деньги еще неплохая балалайка получилась. Я не скажу, что это топ ни в коем случае, я не буду его там мега рекомендовать, но за такие деньги звонилка знатная. Поэтому с вами был Бабл на канале Технозон. Пока.